Высоко в горах, за 7 закрытыми вратами, в месте, куда не ступала нога чужака на протяжении столетий, хранится то, что древние называли просто «запретное знание». Ни книги, ни свитки, ни священные тексты. Предметы. Предметы, которые не вписываются ни в один исторический период. Которые не могли быть созданы руками людей той эпохи. Которые хранятся не как реликвии, а как оружие. Или как ключи. Или как нечто третье, для чего у нас пока нет названия. И монахи, которые их охраняют, молчат. Не потому, что им нечего сказать. Потому, что им запрещено. Задайте себе один вопрос. Почему самая закрытая горная система на планете Тибет на протяжении 3 веков была объектом тайных экспедиций величайших держав мира? Британской империи, Российской, нацистской Германии, Советского Союза. Все они шли туда официально, за географическими данными, за культурными артефактами, за дипломатическими контактами. Но в засекреченных отчетах этих экспедиций, которые стали частично доступны лишь в последние десятилетия, снова и снова появляется одно и то же. Упоминание предметов, которых не должно существовать. Начнем с того, что лежит у всех на виду. Ваджра. Вы видели этот предмет тысячи раз. На фресках, в руках богов, в витринах музеев. Вы думали, это символ. Украшение. Ритуальный жезл. Посмотрите еще раз. 2 конуса, обращенных навстречу друг другу, соединенных в единой центральной точке. По периметру выступы строго симметричной формы, расположенные под углами, которые в современной электротехнике называют фокусирующей решеткой. Материал, по описаниям санскритских текстов, металл, не знающий ни огня, ни времени. Теперь откройте любой технический справочник по высокочастотным разрядникам, по плазменным эмиттерам, по резонансным преобразователям направленной энергии. Вы увидите ту же форму, ту же геометрию, тот же принцип фокусировки. Совпадение архетипа или совпадение функции? Ответ зависит от того, готовы ли вы к следующему шагу. Вокруг Кайласа, горы, на которую официально не ступала нога ни одного человека, геологи фиксируют нечто, для чего у науки нет объяснения. Полированные скальные поверхности. Не просто гладкие, обработанные с точностью, которую невозможно получить естественным путем. Ветер не оставляет таких следов. Вода тоже. Ледник нет. Ни один известный природный процесс не создает плоскости с допуском в долю миллиметра на высоте 6000 метров. Что создает? Инструмент. Инструмент, который работал с материей так, как мы сегодня работаем с лазером. Или лучше, как мы хотели бы уметь работать, но пока не умеем. Если Ваджра была этим инструментом, мы держим его в руках уже 1000 лет. И не понимаем, что держим. Но это лишь первый слой. Есть второй. Чинтамани. В традиции он описывается как камень, упавший с небес. Точнее, из созвездия Орион. Камень, хранящий память о всем, что было прежде, и о том, что еще не случилось. Камень, с которым можно говорить, если знать язык. Его след тянется через всю историю. Его искали люди, менявшие облик цивилизаций, и находили, и теряли, и снова искали. В 2013 году группа исследователей из Стэнфорда анонсировала технологию, которую назвала пятимерным хранением данных. Кварцевый кристалл размером с монету. Емкость
360 терабайт. Срок хранения – миллиарды лет. Данные записываются в объемную наноструктуру стекла и считываются поляризованным светом. Теперь вспомните санскритское описание. Камень, говорящий со светом. Не метафора. Техническое описание. И монахи, которые сидят перед ним часами, прикрыв глаза, они не молятся. Очевидцы, присутствовавшие при этих сессиях, в один голос говорят об одном. Это похоже на работу с интерфейсом. Целенаправленную. Методичную. С результатами, которые потом записываются. Что они считывают, мы не знаем. Но то, что они что-то считывают, уже не похоже на легенду. В 50-е годы советский физик Николай Козырев получил результаты, которые его самого ввергли в растерянность. Вогнутые зеркала определенной кривизны, ориентированные по особому принципу, создавали зоны, в которых физическое время вело себя иначе. Не метафорически измеримо. Биологические процессы ускорялись или замедлялись. Приборы фиксировали присутствие энергии, не имеющей аналогов в классической физике. Козырев назвал ее торсионным полем. Его архивы были засекречены немедленно. А теперь посмотрите на спутниковые снимки местности вокруг Кайласа. Вогнутые формы рельефа, ориентированные по 4 сторонам света с отклонением в доли градуса. Гигантские каменные чаши, вписанные в ландшафт. Система, которая при взгляде сверху обнаруживает единую геометрическую логику на площади в сотни квадратных километров. Это не природный рельеф. Это установка. Установка по принципу зеркал Козырева, только в масштабе, который делает лабораторный эксперимент советского физика игрушкой. Альпинисты в этой зоне фиксируют необъяснимые вещи. Субъективное растяжение времени. Потерю нескольких часов, которых не было. Хронометры, показывающие разные значения у людей, стоящих рядом. Высотная болезнь. Возможно. Или система работает. До сих пор. Без обслуживания. Без оператора. Сама. И последнее. В 1904 году был обнаружен манускрипт на санскрите Виманика Шастра. Текст содержал то, чего в нем не должно было быть. Технические спецификации летательных аппаратов. С описанием двигателей. С указанием материалов корпуса. С принципиальными схемами системы управления. Не миф об огненных колесницах богов. Руководство по эксплуатации. Двигательный принцип – вращение ртути в замкнутой камере при определенных параметрах температуры и скорости. Современные инженеры, изучавшие этот текст независимо друг от друга, приходили к одному выводу. Описанная система создает электромагнитное поле асимметричной формы. Что происходит с гравитационной составляющей внутри такого поля, официальная физика предпочитает не формулировать. Почему? Потому что ответ разрушает слишком многое. Потому что если это работает, это значит, что кто-то уже умел это делать. Давно. Задолго до нас. И тогда возникает вопрос, который важнее всех остальных. Куда это делось? Все 4 нити – Ваджра, Чинтамани, зеркало Кайласа, чертежи Виман – сходятся в одной точке. Кто-то существовал до нас. Кто-то создал технологии, которые мы только начинаем понимать. Кто-то оставил их здесь и позаботился о том, чтобы они не были использованы раньше времени. Древние тексты говорят об этом прямо. Знание Шамбалы защищено не замком и не стражей. Оно защищено уровнем сознания того, кто к нему прикасается. Недостаточно развитый просто не увидит. Достаточно жадный не поймет.
Достаточно жестокий, возьмет не то. Красивая метафора. Посмотрите на то, что мы сделали с расщеплением атома. С синтезом нервно-паралитических веществ. С технологиями наблюдения и контроля, которые создавались ради безопасности. Может быть, молчание священных архивов – это не тайна, которую скрывают от нас. Может быть, это ответ, который ждет, пока мы дорастем до вопроса.